Ваш ребенок плохо учится в школе. Может быть, по всем предметам. Может быть, по каким-то избранным, но не понимает. И вы начинаете искать объяснение, что он гуманитарий или он наоборот технарь, а другие науки ему не даются. Так почему это происходит? Ваш ребенок тупой от рождения? Нет. Ваш ребенок гений. Такой же, каким были и вы. Но есть причины, которые мешают воспринимать новые знания. Есть причины, которые мешают охватывать новый опыт. И эти причины обусловлены законами развития нашей нервной системы. И если знать, как наша нервная система работает, то можно обойти вот все эти преграды. И можно вырастить гения. Можно самому стать гением, несмотря на то, что вы уже далеко не в детском возрасте. Здравствуйте. Это канал «Аппаратная психотерапия» и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Так почему какие-то предметы нам даются, какие-то не даются? Кто-то легко учит языки, но при этом не может запомнить таблицу умножения. Кто-то великий математик, но при этом пишет безграмотно, с ошибками. Мы ищем оправдания, считаем, что ну и что Бетховен так и никогда и не выучил таблицу умножения. Зато он дал миру такое, что ни один знающий таблицу такого не дал. Но это оправдание. Если бы существовали педагогические системы в то время, которые понимали, почему это происходит, кто знает, может, Бетховен дал бы не только свои гениальные симфонии, а и какие-то теоремы великие. Так как работает наша нервная система? По нервным волокнам протекает только электрический ток. Ни музыка, ни картины там не протекают, их там не существует. Существуют только электрические сигналы, нервные сигналы. И от того, как проходят эти сигналы, и зависит наш опыт, наши знания, наше здоровье душевное, физическое. Только от этого все зависит. Так как работает нервная система? Можно сказать, что наша нервная система – это совершенный электроприбор, по которому протекает электрический ток. Чем больше тока поступает в нервную систему, тем она более продуктивная. Те пути, по которым этот ток течет, образуют огромные рефлекторные комплексы, которые обладают своими электрическими параметрами, сопротивлением, силой тока, напряжением, мощностью, чем угодно. Но откуда берется эта электроэнергия? Единственной структурой в нашем организме, способной вырабатывать электроэнергию из всех видов внешней энергии, это рецепторы. Рецепторы можно разделить на две большие группы – внешние и внутренние. Внешние получают сигналы, перерабатывают энергию окружающего нас мира – солнца, воды, земли. Внутренние реагируют на изменения состава нашего организма. Но резкое изменение химического и физического состава нашего организма мы воспринимаем как боль. То есть можно сказать, что энергию для работы нервной системы мы берем либо из окружающей нас Вселенной, либо от боли. Все, других вариантов нет. И эмоции, которые мы испытываем, это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше электричества поступает, тем более мы счастливы. Но электричество может быть от Вселенной, и электричество может быть от боли. Но мы и счастливы можем быть и в том, и в другом случае. Посмотрите, почитайте книжки, вспомните себя, в какие моменты вы были счастливы, как вы это испытывали. Зачастую это счастье чистое, полное, вы полны энергии. Вы готовы любить весь мир, одарить его своей любовью, своей энергией, всем, чем вы имеете. А иной раз вы счастливы от того, что несчастен кто-то, от того, что вы сделали больно ему или себе, главным образом себя.
Потому что наши рецепторы реагируют только на нас, на наши изменения. Все остальное, что находится вне нас, это триггеры, и не более того. Не они являются причиной наших эмоций, а только то энергия, которую мы вырабатываем. Таким образом, наша нервная система имеет всего две цели в этой жизни. Получить удовольствие, то есть большое количество энергии, и при этом избежать боли, то есть получить энергию за счет внешней рецепции, а не внутренней, не за счет боли. И весь наш опыт, все наши знания, те рефлекторные комплексы, которые мы имеем, они работают на тех источниках энергии, при которых они были сформированы. И значит, если какие-то знания нам пришли с болью, то каждый раз, вспоминая, мы будем испытывать боль. Но мы не хотим ее испытывать. Почему? Потому что это больно. Если честно, это все вторично. Энергию с внешних рецепторов мы просто получаем столько, сколько можем взять. А вот внутренние, чтобы дать, чтобы изменить состав организма, мы должны приложить туда энергию. То есть коэффициент полезного действия внутренних рецепторов намного ниже. Мы должны вложиться туда. Это аккумуляторы, которые, да, могут нам дать огромное количество энергии в какой-то момент. Но как любой аккумулятор, мы должны его заряжать. Мы сами. И значит, после каждой эмоции негативной, то есть эмоции, содержащие боль, мы испытываем опустошение. Мы испытываем усталость. Мы испытываем отсутствие энергии. Именно по этой причине организм пытается избежать боли. Потому что коэффициент полезного действия этой энергии очень низок. Да, мы ей воспользуемся, потому что другого варианта пока нету, но лучше бы сделать без этого. И значит, все знания, которые сформированы с этой болью, мы стараемся избежать. Это касается и обучения в том числе. Каким образом? Если учитель, первый учитель, вызвал у ребенка рефлекс, был триггером на боль, то ребенок не будет учиться. Он будет всячески избегать этого учителя. Он будет избегать этого предметы. Просто потому, что он будет избегать ту боль, тот дискомфорт, который он при этом испытывает. Может быть, поменять преподавателя, да? Может быть, поменять систему обучения. Но задача не в том, чтобы силком, палкой, розгами вогнать в него знания, а сделать так, чтобы получение этих знаний шло в момент, когда ребенок счастлив. И когда это происходит, в этих предметах ребенок успевает, он отличник, у него прекрасно получается. И обратно, каждый раз, когда он несчастлив, когда он испытывает дискомфорт, боль, физическую боль, не душевную. В своих других роликах я уже обосновывал, что душевной боли не существует. Боль всегда физическая. Но если мы при этом чувствуем снижение эмоций, ухудшение эмоций, мы называем это душевной болью. И в случаях, когда ребенок испытывает дискомфорт, он этот предмет не понимает. Почему? Да ему не хватает энергии запомнить, сформировать новый рефлекторный комплекс, на который нужна энергия, а у него ее нету. Он может 30 раз повторять одно и то же и не может. Связи между нейронами не образуется. Нету той искры, нету той энергии. Ее, дай бог, хватает на прохождение тех путей, которые уже существуют. Они для возникновения новых. И поэтому не запоминаются. Можно ли от этого как-то уйти? Чисто педагогический вариант – это попытаться сменить преподавателя, либо манеру преподавания, там, учебники, еще что-то. Но если вы уже много раз пытались, ну, например, вот, изучать язык, вы изучали его в школе, вы изучали его в институте, вы изучали его после, ну и не идет. И если сейчас вы возьмете книжку, я буду учить, я себя заставлю. Да не заставите. Потому что каждый раз, когда вы будете брать в руки эту книжку, так же, как и ваш ребенок, взяв учебник,
вы будете испытывать дискомфорт. Силой воли вы можете заставить себя там недельку-две продержаться. Потом вы опять ее отбросите. Потому что ваш организм не хочет испытывать дискомфорт. Ваш организм, ваша нервная система не хочет испытывать недостаток энергии из-за этого. Какие варианты не педагогические я могу предложить? Ну, вы можете использовать аффирмации. Да, вот эти предметы мне хорошо идут, я молодец, у меня все хорошо получается. Сработает? Очень маловероятно. Более подробно о том, как работает наша нервная система, почему происходит именно так, как я вот рассказывал, вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки будут даны в описании. Но я предлагаю вам попробовать другой метод. Метод аппаратной психотерапии. Почему аппаратный? Да потому что в ней не участвует дедушка Фрейд, сидящий, записывающий ваши страхи. Аппаратная психотерапия, аудиокатарсис – это метод физиотерапевтический. И его задача – увеличить количество энергии, проходящей по нервным волокнам, чтобы энергии хватало. И тогда энергии внешних рецепторов будет хватать. Энергия боли станет не нужна. А если вы не будете испытывать боли, страх перед тем или иным предметом у вас исчезнет. Мало того, если вы будете проводить, как положено, сеансы аппаратной психотерапии, вы будете испытывать удовольствие от самого процесса обучения. Как он проводится? И почему я сказал, что попробовать? Да потому что после регистрации на сайте в течение 5 суток вы получаете бесплатный доступ. Вы можете заниматься по одному сеансу в день. Вы можете целыми днями прокачиваться. Это ваше право. Вот 5 суток вы можете заниматься бесплатно. После этого вы уже решите, помогает вам или не помогает, работает или не работает. Если вы четко соблюдаете инструкции, это будет работать. Если вы считаете, что вы умнее инструкций, метод на вас не сработает. Вы просто уйдете и будете искать свой путь достижения истины, свой путь достижения счастья. Это ваше право, это ваш выбор. Как проводится аппаратная психотерапия? Вы просто надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Есть некоторые ограничения, которые вы узнаете, посетив сайт, прочитав инструкцию, но их очень и очень мало. И уже через несколько сеансов вы заметите, что то, что вызывало у вас раздражение, негатив, оно стало вам безразлично. Мало того, если вы продолжите, то это безразличие превратится вдруг, по волшебству, в какой-то момент оно превратится в прекрасное настроение. Это значит, что данный ваш страх, данный ваш рефлекторный комплекс больше не содержит боли как источника энергии вообще. Теперь всю энергию данный опыт получает только от внешних рецепторов. И вы будете кайфовать каждый раз, когда вы будете заниматься, учить то, что раньше вам не давалось. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свою жизнь, получайте знания, не силком заталкивая их в свою голову через боль, страдания, а именно получая от этого удовольствие. И это вполне возможно, это реальный вариант. Подписывайтесь на канал, узнавайте, какие еще страхи, фобии вы можете убрать из своей жизни. Какие возможности вы можете открыть в своей жизни, каких успехов вы можете в ней добиться. Делитесь этим видео со своими друзьями. Пусть они тоже узнают, что получение знаний – это не обязательно страдание, это не обязательно тяжелый труд. Это может быть удовольствие. Будьте здоровы, будьте счастливы. И пусть вы и ваши дети получают знания только с удовольствием.